Привет всем любителям пленочной фотографии, интересующимся и сочувствующим. Сегодня у нас на обзоре вот этот красавчик, великолепный FET 2. Фотоаппарат, по моему мнению, сильно недооцененный. Все относятся к нему с таким легким пренебрежением. FET. Но если задуматься, фотоаппарат-то великолепный. В нем есть все то, что я бы хотел видеть в фотоаппарате. Шикарный внешний вид, сделан полностью из металла, очень приятные материалы, очень приятные крутилки, рычажки, все это производит неизгладимое впечатление. Пользуйся и радуйся. Безусловно, если его сравнивать с его собратом Зорким, собратом по лейке, по прародителю, то, наверное, Зоркий будет все-таки чуточку побогаче выглядеть и ощущаться в руках. Но, тем не менее, наш FET тоже не сильно ему уступает. Если не сталкивать их в лоб в лоб и не делать прямое сравнение, то FET тоже очень хорош. Этот конкретный экземпляр – наша семейная ценность. Это фотоаппарат, которым пользовался дедушка моей жены. Вот после него остался. Благодаря тому, что пользовался аккуратно, фотоаппарат, можно сказать, в идеальном состоянии. Все работает, все выдержки без проблем отрабатывают, шторки сохранились. Фотоаппарат просто мирно лежал на полочке и ждал своего часа. Сейчас я им поснимал и получил огромное удовольствие от его использования. Честно говоря, этот фотоаппарат, наверное, один из самых любимых для меня фотоаппаратов. Вот сколько я пленочных не держал в руках. Вот FET, именно вторая версия, меня просто покорил именно своей красотой, простотой, функциональностью, легкостью, компактностью. Немножко окунемся в историю. FET 1 это была практически точная копия фотоаппарата Leica 2, так же как и Зоркий. FET 2 это уже, наверное, первая самостоятельная разработка. Если по механизму затвора шторок тут особо ничего не поменялось, то, например, здесь сильное изменение, что теперь видоискатель и дальномер можно смотреть через одно окошко, что очень удобно, нежели заглядывать сначала для фокусировки, потом смотреть в окошко видоискателя. У меня конкретная версия одной из первых ревизий, было несколько выпусков, фотоаппарат выпускался с 56 по 70 год. Эта конкретная версия, скорее всего, где-то конец 50-х, примерно 58 год, я так думаю. Потому что здесь на более поздних версиях добавился рычажок автоспуска, здесь его нет. Здесь у нас ранний объектив Industar 10, еще здесь надписью FET. Здесь у нас крутилка затвора имеет такой тонкий вид. На более поздних федах стала использоваться вот такая более крупная крутилочка. И на мой взгляд, вот эта крутилка, более тонкая, она как-то удобнее. Лично мне ей удобнее крутить, чем вот такой крупный. Здесь стандартный диск с выдержками, и как на зенитах. Единственное отличие здесь от 1.25 до 1.500. Шаг немножко другой. 1.25, а не 1.30, 1.100, а не 1.125. Но это потом просто на более поздних версиях поменяли, сделали более стандартизированным. Также у фотоаппарата FET 2 был брат, который выпускался в конце 50-х, начале 60-х. Назывался он Заря. Как видите, он по корпусу практически идентичен. То есть мы видим, что здесь все абсолютно то же самое, за исключением пары деталей. Заря это более простая удешевленная версия FET, поэтому здесь есть несколько моментов, которые упростили. Во-первых, здесь нет дальномера, видите, здесь просто одно окошко видоискателя, то есть это фотоаппарат шкальный. Мы ориентируемся по расстоянию на шкале. Второй момент, здесь нет такого важного момента, как коррекции по диоптрии, как вот здесь. В остальном все идентично, поэтому вполне можно рассмотреть оба фотоаппарата в рамках одного обзора. Эмоции от съемки будут практически такими же, за исключением того, что здесь нет дальномера. Теперь к эмоциям. Больше всего меня в фотоаппаратах, всей этой пленочной теме, заводит, наверное, даже не сам результат тех фотографий, которые мы получаем на пленке,
Это, конечно, весело, интересно и порой бывает прикольно, но мне нравится в пленочной фотографии нечто совсем другое. Мне нравится прежде всего вот эта вот возня с фотокамерами, вот это ощущение старой, доброй, добротной вещи, которая сделана на века. Этому фотоаппарату так получается уже 65 лет на секундочку, а он выглядит до сих пор, ну, почти как новый. Есть небольшие потертости, но это просто мелочи. Фотоаппарат пережил целые эпохи, падение стран, поэтому, ну, вот с исторической точки зрения тоже очень интересно пользоваться такой техникой. Плюс интересно понимать, ну, каким образом вот это все было организовано, как люди жили, как снимали. Это такое, ну, легкое прикосновение к истории, что ли. Ну и, конечно, мне нравится этот великолепный звук. Крутить эти крутилочки, пользоваться рычажками, крутить дальномер. Ну, все это, не знаю, для меня доставляет очень большое удовольствие. И в фотоаппаратах я ценю прежде всего не оптику, не какие-то возможности фотографические, а почему-то вот именно вещи с этим связаны. То есть это удобство пользования, удобство хвата, приятный дальномер, какой-нибудь рычажки, крутилки, звук, вот это все. То есть все, что относится к использованию фотоаппарата непосредственно в процессе. И чем фотоаппарат удобнее, чем фотоаппарат более, так скажем, эргономично сделан, тем он больше нравится. Ну, еще, конечно, нравится вот эта вот вся эстетика 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. Ну, дизайн и инженерия не идут ни в какое сравнение с современной. Так вот, в этом фотоаппарате для меня лично все сошлось. Это потрясающе удобный хват. Просто держишь в руке и получаешь удовольствие. Вот просто идеально ложится в руку. Очень удобно нажимать на спуск. И какой великолепный звук. И очень удобная крутилочка. Также меня покорил дальномер. Он хоть как бы и считается, что видоискатель достаточно темный, но пятно дальномера в нем при этом очень яркое и легко заметное. И фокусироваться при помощи этого дальномера, в принципе, достаточно легко. Гораздо легче, чем вот у меня, например, есть Зоркий или Киев. Или Киев. На них этот процесс происходит гораздо сложнее. Здесь, благодаря вот этому поводку, просто идеально легко можно наводиться на резкость. То есть дальномер очень легко отслеживает вот эти моменты. Плюс здесь интуитивно понятно, если ты перевел сюда, в это положение, это бесконечность, это сюда, это максимально близкое расстояние. И где-то легко понять, что 2-3 метра между ними вот здесь надо ловить. Плюс, конечно, сам объектив мне очень понравился. Вот в этом положении мы паркуем в бесконечности. Сам объектив легко складывается. И при этом практически фотоаппарат становится практически плоским. И легко начинает влезать в карман. Даже штанов, не говоря уж о куртке. То есть, получается, есть такое большое преимущество, что мы можем этот фотоаппарат всегда таскать с собой. Всегда можно его положить в сумку, всегда его можно положить в карман куртки и где-то сделать кадр. Плюс по весу он достаточно небольшой получается, меньше 600 грамм, 580 грамм. Даже с этим объективом, если мы возьмем вот такой большой, они тоже поставлялись как штатники, чуть на более поздних моделях. Даже с этим объективом вес практически не меняется. Ну, габарит, конечно, становится другим. В карман штанов его уже не положишь. Пленка загружается стандартно для такого типа камер. Открываем нижнюю крышку. Снимаем заднюю панель. В отличие от предыдущей модели Феда, здесь задняя крышка снимается полностью. А там нужно было загружать снизу, что было не очень удобно. Здесь мы получаем легкий доступ. Плюс здесь встроенная катушка, что тоже достаточно удобно. Можно легко загрузить кнопку. На зорких эта катушка постоянно выпадает. Шторки работают великолепно. Звук шикарный. Выдержки тут желательно менять после взвода. Ну, как я слышал, вроде как это не обязательно. Попробуем установить более медленную выдержку 1/25.
общем, ощущение от работы фотоаппарата просто великолепное. Да, здесь нет медленных выдержек, 1.2, там 1.4. Ну, честно говоря, и на Зорком, и на Киеве я пользовался в основном 1.1000. Здесь, возможно, было бы очень неплохо, если бы здесь была 1.1000. Здесь максимальная выдержка, как на зенитах, 1.500. Но, с другой стороны, ну, закрой чуть-чуть побольше диафрагму, повесь светофильтр нейтральной плотности, и будет все хорошо. В общем, камера подкупает именно своей простотой, понятностью, такой вот неломучестью, живучестью. В общем, очень классно, мне очень зашла такая камера. Для очкариков вроде меня здесь есть тоже очень интересная вещь. Это коррекция по диоптриям. Так мы ее крутим, и при помощи нее я могу снять свои очки и смотреть непосредственно в видоискатель. И даже видеть, что там происходит. Потому что на других фотоаппаратах типа Киева, к сожалению, так делать невозможно. Я тоже могу посмотреть видоискатель, но там коррекции нет, и, соответственно, вижу я все в большом размытии. Здесь в этом смысле я вижу четко, плюс очень четкое яркое пятно дальномера. Фокусироваться очень просто и легко. Это тоже меня очень подкупило в этом фотоаппарате. Что касается качества съемки, ну, скажем так, оно есть. Сам фотоаппарат в данном случае, мне кажется, не совсем важен. Важны объективы, важна пленка, важны условия съемки. Напоследок я покажу несколько примеров. Я снял на этот фотоаппарат одну пленку черно-белую. Ну, снимки получились прикольные. Такие винтажные, словно я их делал какие-то там 30-е годы. Очень похоже по ощущению. Причем наиболее винтажную картинку, такую более сырую, что ли, дает именно этот объектив. Он такой, я так понял, у него меньше просветления, и оно дает такой определенный блер, и картинка становится такая более интересная в этом смысле. Второй объектив Industar 26, в принципе, если честно, какой-то существенной разницы я не заметил, потому что фотографировать все равно приходилось на закрытых диафрагмах. Солнечный день, как ни крути, на современных пленках приходится прикрываться очень сильно. Поэтому, что на этом объективе, если ты фотографируешь на там, диафрагме 8, что на этой, на диафрагме 8, особо никакой существенной разницы не будет. Ну, собственно, на фотографиях вы это и увидите. Вот здесь я баловался пейзажной съемкой. Такое ощущение, как будто действительно это все было сделано в старые давние добрые времена, когда-то там в 30-е, 40-е. Вот еще кадр. Достаточно атмосферно получилось. Фотографировал я на складной объектив. Вот дальняя панорама. Тоже на складной объектив была сделана. Это я пытался поймать себя в отражении машины, сделать такой этакий оригинальный кадр. Ну, мало что вышло, но тем не менее, для истории привожу это здесь. Переходим к портретам. В принципе, вот, на мой взгляд, все очень неплохо получилось. И по резкости, и по, так сказать, передаче полутонов. Все достаточно интересно. Вот еще один кадр. Пленка, надо заметить, не выбивает в хлам то, что было сзади, хотя оно было хорошо освещено, а здесь я фотографировал в тени. Но тем не менее, разобрать, что там на заднем плане, вполне можно. Здесь тоже получился такой прикольный винтажный вид, как будто это было снято очень-очень давно. Здесь примерно такое же ощущение. Ну, очень хорошо получается фотографировать на солнце в хорошо освещенных местах. Тогда, наверное, получаются самые интересные и качественные снимки. Это я пытался сделать снимок в помещении. Это снимок в торговом центре. Здесь я использовал выдержку 1.25. В принципе, все получилось тоже достаточно неплохо. Все вполне удалось передать то, что было там в тот момент. Плюс неплохо получилось попасть в экспозицию. Вот тоже прогулочный винтажный снимок. Все как будто из раннего времени. Продолжение той же серии.
Возвращаемся в 30-е и 40-е. Вот домашняя фотография. Здесь, кстати, я уже перешел на другой объектив, более мощный. Ну, на мой взгляд, разница, если есть, то не сильно существенная. Кстати, вот аналогичный кадр я сделал уже на цифровую полнокадровую зеркалку Sony A7. В принципе, не могу сказать, что прям какая-то кардинальная, гигантская разница в ощущении от этих фотографий. Снимала, кстати, тоже на аналогичный Industar, только более другой модификации. Ну, классическая велосипедная фотография для моего сына. Это снималось на Industar 26, более поздний. Еще одна велосипедная фотография. Переходим к дачным фотографиям. И там и здесь, в принципе, такой неплохой антураж старого времени. Вот эти фотографии мне очень нравятся. Две. Я их сделал две, потому что забыл переключить выдержку, и вместо положенной в данной ситуации 1/500 я снял на 1/50. Ну, вот на 1/500 чуть-чуть посветлее, а это на 1/50. Ну, тем не менее, нельзя сказать, что какая-то гигантская разница получилась, и пленку не вытянула. Все получилось достаточно неплохо. Единственное, конечно, та, которая была сделана на 1/500, чуть-чуть потемнее. И я тут, судя по всему, не попал в фокус, потому что фокус ушел на трубу, а не на лицо. Здесь показался не очень атмосферный кадр вживую в тот момент. Освещение, игра теней и света. Ну, на кадре все вышло не так радужно. В целом сносно, но ничего особенного. Классическая дачная фотография из 50-х. Продолжение дачной тематики из 50-х. Ну и несколько неудачных кадров. Вот такие эмоции по поводу фотоаппарата F2. Всем его рекомендую. Мне он очень понравился. Считаю, что лучше искать вот такую более раннюю версию и желательно со складным объективом. Тогда вот те преимущества, которые я описал до этого, по компактности, удобству использования, вы можете использовать его везде и всюду. Если вам понравилось, не стесняйтесь подписываться на канал, не стесняйтесь ставить лайки. Я всячески это приветствую и ценю. Тем, кто хочет приобрести фотоаппараты, объективы, фотопринадлежности, может пройти по ссылке в описании и посмотреть, там указан мой профиль на Авито. Вы можете обратиться лично ко мне и заказать многое из фото темы советской эпохи. До свидания.